Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп с мая по декабрь по месяцам. В мае месяце Юпитер переходит из вашего знака в знак зодиака Телец. И это как будто новая реальность. И если ваш знак — это знак воина, где-то решимости, экспансии, а Телец — это смена декораций. И поэтому где-то в середине месяца или к окончанию мая мы можем прочувствовать, что когда разрыв шаблона, что-то не работает, или мы предполагали, это будет продвигаться одним путем, а тут как-то нам надо принять новую реальность. Может быть, от нас потребуются совершенно другие энергии. Давайте мы по месяцам достанем с вами 7 карт на каждый месяц и узнаем, в чем нас ждет удача, успех, где, может быть, нам нужно ускориться, а где и не торопиться, и не рисковать собой. Как видят карты, до конца 2023 года наш прогресс именно в делах, или в наших начинаниях, или в том, что мы себе планируем совершить. И первая карта у нас будет май, по одной карте на месяц. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Давайте будем смотреть, что у нас в мае выпадает. Прекрасно, подведение итогов. Ну, видимо, для вас, мои дорогие овны, будет, это ведь старший аркан. И надо сказать, что когда старший аркан, это значит, события влияют на нас. Мы не все можем предугадать. И здесь нужно мыслить более глобально. Хотя сама по себе карта очень добрая. Она как раз и говорит о том, что мы получаем какие-то результаты, почести, заслуги, время подведения итогов. И увидеть какую-то реальность, запланировав уже себе какие-то новые свершения или какие-то новые победы, будет очень важно. Вообще прекрасная карта как раз на май месяц, когда вы останетесь довольны. Тут здесь как могут пройти переезд или, допустим, смена места работы. Понятно, что еще и место жительства тоже может на нас оказывать влияние, как будто мы готовы учиться чему-то новому. Может быть, какая-то ваша задумка по смене сферы деятельности. Или вы занимались каким-то творческим проектом, значит, вы уже и гонорар по этой карте получите, или признание мы здесь получаем. Ну, что-то из каких-либо бонусов уже в мае нам обещает карта, или какие-то дела, которые стояли у вас на длительной паузе, вы все никак не могли что-то решить. Вот здесь, наверное, будет какая-то кульминация. И не случайно на карте Таро иллюминатов изображен, точнее, лавровый венок. Обратите внимание где-то на свой имидж, на свой статус. Видимо, тут вопросы вашего статуса тоже могут быть очень актуальны, почему и пересекается с имиджем. Ведь лавровый венок — это наша популярность. И как будто, может быть, расширить вашу популярность, сферу влияния будет тоже важно. Заявить о себе буквально, может быть, в интернет. Подумать про какую-то саморекламу. Ну а если вы занимаетесь бизнесом или развиваете какое-то свое личное дело, ну тогда, значит, и дважды для вас это будет иметь значение на последующий период. Прекрасный в целом месяц май. Тут как будто нам пространство будет помогать, как и завершить какие-то дела, так уже взять ориентиры на будущее. Давайте смотрим июнь. Личная жизнь может стать на первом плане, и это карта искренности. Искренность также будет для вас в почете в плане вашего окружения. Может захотеться пересмотреть окружение. Кто мне друг, кто мне враг, а кто так. Вот буквально так может встать вопрос. И вы будете отдавать предпочтением тем, кто к вам относится искренне. Не те, которые улыбаются по типу 2 пишем, 3 в уме, а захочется вообще профильтровать, может быть, людей, которые к вам вхожи в дом, к примеру, или те, кто ваша команда, смотря чем вы занимаетесь или работаете. По этой карте о себе могут напомнить как далекие родственники или какие-то друзья.
или какое-то возобновиться может сотрудничество с теми людьми, которых мы знали. Мы здесь можем столкнуться, как, знаете, не случайная случайность, когда к нам что-то словно возвращается, то, что нам причиталось ранее. Вот, видимо, влияние мая месяца будет еще чувствоваться в июне, и те дела, которые вы закладывали уже, может быть, в начале года 23-го или в окончании 22-го года, бонусы какие-то будут продолжаться. Но надо сказать, это карта дипломатии еще, и когда мы можем со всеми договориться. Через умелое взаимодействие с людьми мы можем получить буквально какую-то победу, потому что это шестерка кубков, а любая 6 в колоде Таро – это уже победа. Смотрим июль. Каковы энергии? Старший аркан, 15-й. Страсть буквально, любовь. Любовная страсть, интимные отношения могут выйти на первый план, вопросы денег. И тут самое главное не пойти в разнос, не пойти где-то на поводу собственной решимости. Вот примите это во внимание. Здесь она вам может сыграть злую шутку. Будет импульс, который будет сложно в себе словно остановить, охладить, самому себя сдержать в чем-то. И поэтому, с одной стороны, 15-й аркан очень хорошо проигрывается на вопросы, которые связаны с нашим благополучием, деньгами конкретно. Но мы не должны от чего-то зависеть. И, видимо, на повестке дня в июле месяце будет, в принципе, ваша независимость. Придется соблюдать какой-то нейтралитет для того, чтобы себе не навредить. И ваши где-то мысли, ваши задумки, они тоже должны оставаться в тайне. Не время, наверное, для того, чтобы мы что-то форсировали в принципе. Если что-то само уже складывается, как будто вас ведут, да, или вот какая-то ситуация, знаете, из разряда неслучайных случайностей, как новые двери какие-то открываются, или знакомства какие-то случаются, значит, нужно это додумать, как применить на пользу к себе. Но сказать, что мы где-то продавливаем какую-то усиленную ситуацию, вопрос, отношения, вот точно нет. Иначе мы незаметно можем попасть в какую-то зависимую ситуацию. И будет очень важно, кстати, все просчитывать, потому что мы должны как и не рисковать собой, повторяюсь, так и предвидеть, как будут в дальнейшем развиваться события или куда зайдет решение того или иного вопроса. Что я могу ожидать от человека? Ну, поэтому от людей-то тут вообще по 15-му аркану не стоит ничего ожидать сверх, потому что люди могут пытаться манипулировать именно в этот месяц, и оставаться хладнокровным и на своей волне для вас будет очень важно. Придется где-то себя сдерживать. Август. И быть хитрее, продолжение, видимо, 15-го аркана, когда в отношении нас могут пытаться, продолжаю, люди манипулировать. Карта буквально говорит: забери свое. У кого-то могут быть буквально какие-то столкновения, может быть, и с законом, порядком. Может быть, все будет зависеть от того, как вы провели июль месяц, и такое тоже вполне вероятно. И в зависимости от того, что будет у вас в июле, вы как будто себе либо можете подстелить соломки или создать подушку безопасности, какое-то как алиби. И все равно действуем мы осмотрительно, потому что сама обстановка как будто от нас потребует вот таких энергий, когда люди... 2 пишем, 3 в уме, повторяюсь. И да и мы-то должны быть точно такие же. Иначе, если мы все за правду, за чистую монету, ну, вряд ли тут мы чего-то добьемся. Мы как раз можем оказаться в какой-то ситуации, которая для нас будет со знаком минус, и причем не на 1 месяц, а еще на какой-то последующий период. Поэтому будем осмотрительны. И будем хитры, будем внимательны вообще как к каким-то вопросам мошенничества. Буквально все-таки называют эту карту 7 мечей, карта вора. Хотя я нигде не видела ни в одной колоде, чтобы буквально дословно так было прописано. Но есть, бытует такое мнение. И как минимум должны быть внимательны как к паролям, аккаунтам, не переходить по каким-то ссылкам. Наверное, держать в фокусе внимания, что мы должны охранять наше имущество.
может быть, кошельки, сумочки, что вокруг нас могут как будто силы какие-то извне сформироваться. Когда мы не можем расслабиться, мы должны подмечать все то, что происходит вокруг нас, и о себе много не рассказывать. Вот здесь немножко так уйти в тень, отступить полшага назад, но ничего не форсировать, мои дорогие. Май, июнь великолепно для того, чтобы, как я сказала, подвести итог, так и что-то начать, заложить уже какую-то стратегию на будущее. Но уже мы говорим по июлю здесь аккуратно, и по августу мы вообще где-то на стороже. Сентябрь. Ну, наверное, как вы пройдете июль и август, и нам уже обещают в сентябре праздник после Победы. Может быть, где-то из этих месяцев взять отпуск будет очень правильно, а по августу здесь как и уверенность в самом себе, в зависимости от того, что вы планировали. Это может быть, как, знаете, разделить успех с друзьями мы можем или со своей командой. Если у вас свой бизнес, то здесь будет, знаете, какой-то подъем, когда мы и себе скажем спасибо, и, может быть, правда, нашим людям, которые с нами словно заодно. Подразумевается по этой карте, что мы разделяем именно успех с друзьями, поэтому у кого проигрывается ваше дело и ваша компания, ваша фирма, ваш офис какой-то, то здесь словно праздник какой-то может быть, как будто как победа. Именно праздник после победы по этой карте. Ну и положительное в том, что мы пожинаем плоды труда своего, и у нас все под контролем. Стабильный месяц сам по себе, с какими-то приятностями. Значит, что-то и порешать мы можем наперед, и что-то уже запланировать. Ну и какая-то наша реализация уже со знаком плюс по карте обещается. Октябрь. А вот здесь король мечей. С одной стороны, по этой карте очень удачными будут вопросы, дела, работа, бизнес, деньги, потому что в этих областях как раз король мечей очень удачлив. Но от нас это потребует совершенного хладнокровия. Очень удачно можно, благодаря, опять же, какому-то рационализму и никаких эмоций. Вот об этом сразу нам говорит карта. Мы должны быть внимательны и все подмечать. Но благодаря нашему хладнокровию мы можем согласовать очень много вопросов в высоких инстанциях с людьми, наделенными властью. Мы можем где-то изменить свое окружение. Мы можем со многими договориться, если сами будем пребывать в таких же энергиях. У кого-то по этой карте станут вопросы о сотрудничестве или, может быть, какой-то вопрос. Опять, все зависит от того, как мы проведем где-то июль, август. У кого-то какая-то история может получить продолжение, если что-то мы сделали не так. Где-то мы поддались либо на уговор, либо что-то мы прошляпили вот в эти 2 месяца. И для кого-то тогда это может быть ну, какая-то история связана буквально с разбирательствами какими-то. И если это необходимо, по этой карте, опять же, здравомыслие, хладнокровие. И если мы сами не специалисты в области юриспруденции, значит, по этой карте мы должны прибегнуть к консультации, словно к защите тех людей, которые знают хорошо закон. Законы тоже по этой карте проходят. И если необходима для кого-то консультация специалиста, врачебная консультация, мы тоже что-то не можем оставить на потом. Мы с чем-то можем разбираться в октябре месяце. Ноябрь давайте посмотрим. Еще одна победа. Ну, видимо, не одна победа для овнов. И надо сказать, что для вас, ну, как минимум на пару лет период, мои дорогие овны, благоприятный. Понятно, что мы не можем расслабиться. Ну, наверное, это где-то и не про овнов. Но победы будут. В энергиях других нам придется пребывать, не допускать какого-то реванша с нашей стороны, не допускать импульсивности, держать все под контролем и быть очень рациональным. И если мы говорим в ноябре уже какая-то тоже победа, но по этой карте предусматривается, что контроль и еще раз контроль. Как только мы ослабим наши позиции, все пойдет кувырком. И эта карта нам, хоть и победителя, но она об этом говорит. Победитель должен иметь, наверное, план
план А, план Б, план С. Он знает цену победы с одной стороны, а с другой стороны он понимает, в любой момент обстановка может меняться. И поэтому его цели, его планы не должны от этого страдать. И он готов внести коррективы в зависимости от того, как меняется вокруг ситуация. Вот к чему нужно быть готовому. И есть победа, да, но вам ее придется удерживать, мои дорогие. Сложится для вас все в плюс, но это от вас потребует определенных усилий, потому что без усилий победы не бывает. Но сам по себе очень продуктивный месяц. Декабрь. Вообще вот в этой колоде карта праздника, тройка кубков, когда, ну, наверное, мы можем где-то расслабиться, не суетиться и больше пребывать в таком состоянии, когда мы, оглядываясь назад, подводим итог и говорим себе: эх, какой я молодец, и я уже могу себе позволить праздник. Хотя эта карта, она тоже, пусть в других колодах, но подразумевает, что нам как будто что-то может мешать. И мы захотим избавиться от каких-то помех. Ну, правда, декабрь, подведение итогов, хотим мы или нет, окончание года. И вы вполне, возможно, захотите словно причесать свое окружение и от кого-то из людей отказаться. Вы, может быть, за весь этот период проб и ошибок придете к выводу, что одному человеку я не могу доверять. Или есть, может быть, в моем окружении тот, который без конца мне создают какие-то проблемы, и вам захочется пересмотреть ваши отношения. Или, может быть, есть тот человек, который мне врет просто-напросто. И какие бы доводы человек не предпринимал, вам, скорее всего, захочется освободиться вот от чего-то наносного, ненужного, словно мешающего. И пусть не в этой колоде, повторяюсь, это праздник, но есть другие колоды, которые говорят третий, лишний, а у кого-то это может проиграться в личной жизни. Какой-то тоже итог вы подводите. Но это не тот итог, когда, знаете, мы это вынуждены что-то делаем, а здесь мы словно можем оказаться на гребне успеха. Все-таки у нас в ноябре карта победителя. Но, видимо, будет необходим какой-то, как и отдых, так и подведение баланса в декабре. Но вас это, безусловно, порадует. И словно, знаете, может быть, груз с души упадет. И с большим оптимизмом вы можете уже строить планы на 2024 год. Вообще продуктивный год, мои дорогие. Где-то собой не рискуйте, где-то будьте серыми кардиналами, чтобы в чем-то не погорячиться и самого себя не подставить под удар. И будьте счастливы, конечно.